Я приветствую вас в этом новом прекрасном понедельнике и искренне надеюсь, что ваш понедельник такой же прекрасный, как и мой, потому что вы наконец-то дождались второй выпуск видео, коротко, по существу, про черты лица мужчин, которые, если не опасные, то способны принести проблемы либо неудобства в жизнь женщины, если женщина допустила отношения с таким мужчиной. Как я говорила в прошлом выпуске неделю назад, вы можете быть готовыми принять эти особенности, но прежде чем принимать решение отношаться, да, входить ли в отношения с таким мужчиной или нет, вы должны об этом что-то знать. Надеюсь, вы все посмотрели прошлый выпуск. Продолжаем. Как я предупреждала, вам придется верить мне на слово. Сегодня без объяснений и без примеров. Очень коротко. Просто черта лица, да, лицевой маркер и короткая характеристика. Все. Ваша задача все зарисовать, все записать и ходить вот с такой вот тетрадочкой с рисунками, да, и смотреть, кто из вашего окружения попадает под эти черты лица. Поехали. Номер один. Обратите внимание, красным выделена морщина, которая идет от угла глаз и на тяговый желвак. Это треугольная мышца депрессора. Вот это. Мы говорили, бульдожья щечка мы называем. Смотрите, это одни из самых особо опасных мужчин, потому что на пути к своей цели они готовы пожертвовать всем, что у них есть. Включая вас. Вы хотите быть принесенной в жертву его идеалов и целей, особенно если они не совпадают с вашими. Запомнили? Зарисовали? От угла глаза через щеку на нижнюю челюсть, на тяговый желвак, на вот это место идет морщина цели. Далее. Высокий подносовой желобок, авантюризм. Авантюризм, мы много раз о нем говорили, пожалуйста, не поленитесь, полистайте видео, у меня много раз об этом. Я даже когда портреты вот разбирала разных людей, вот скандальных личностей, среди них очень много авантюристов. Я, честно говоря, не помню, но, по-моему, Эпштейн, вот лицо Эпштейна, Трампа, Зарубиной, Номмы, которая псевдошпионка, вот посмотрите, это все. Вот они все авантюристы. Что такое авантюризм? На самом деле, когда сама по себе цель не имеет ценности и не важна, важно ввязаться в драку, а там он будет смотреть по ситуации. Понимаете? Ввязаться в драку, а там смотрят по ситуации. Нет продумывания, нет подходов, нет никакого просчета. Просто ты в кучу, а там разбирается. Да, иногда это может выглядеть как смелость, например, в предпринимательстве, и она позволяет охватить какие-то новые поля. Но если это отношения, хотите ли вы себе авантюриста? В прошлом выпуске мы говорили, здесь я немножко с другой стороны зайду. Сильно скошенный лоб, импульсивность. Это когда человек склонен к быстрым поступкам, к необдуманным поступкам, к необдуманным реакциям на уровне, скорее, знаете, бестолковости, смешанной с инстинктами. Плюс в этом случае вы видите бакенбарды, то есть это скрытая агрессия. Можете себе представить, неконтролируемая реакция, помноженная на агрессию. Вы готовы к этому? Это как жизнь на пороховой бочке, когда вы не знаете, что он выкинет в следующее. Сильно ярко выраженный говорильный резонатор, вперед выставленный, не нижняя челюсть выдвинутая, это другое, а подбородок вот этот говорильный, когда очень сильно много вербальной коммуникации. Скорее всего, здесь только говорение, дела не будет. То есть говорит он об одном, делает он другое, и чаще всего совершенно не то, о чем говорит. То есть это могут быть куча красивых, шикарных просто обещаний, трындеж ради трындежа. Трындеж ради трындежа. Кстати, нижняя, когда здесь есть такая нижняя отметинка внизу говорильного резонатора, это может свидетельствовать о какой-то очень сложной зависимости. Алкоголизм либо наркотики. И на почве этого вырабатывается необходимость постоянно говорить ради говорения. Кому нравится такой жених? Ко мне пытался как-то подойти. Такой, да, сейчас. Ваше здоровье, господа. 100 раз говорилось. Вытянутая голова, узкие скулы, неспособность, да, быстро, легко зайти в коммуникацию. Проблема таких людей, длинноголовых, это огромное количество времени на принятие решений. Это стратегичная направленность, особенно когда рядом есть вот такой человек, но это беда.
Это просто беда. Беда, потому что вот такой человек хочет реакции здесь и сейчас, потому что у него здесь сейчас есть проблема, да. Ребенок укакался, ему надо поменять памперс. Это проблема здесь и сейчас. Вот этот требует ее решения быстро, а вот этот не может это решение дать, потому что ему надо подумать. Ну, это такой наглядный пример. Поэтому для вот таких людей между друг другом это повод для конфликта. Человек круглоголовый с широкими стволовыми костями может от вас, особенно если вы длинноголовый, может от вас требовать реакции, немедленной реакции на какие-то его активности. Вот мужчина, он может быть очень суетливый, он суетится в горизонтальной плоскости, и он хочет от вас вот прямо сейчас, чтобы вы ответили, чтобы вы пообещали, чтобы вы прямо вот сейчас запланировали завтра свидание. А вы вообще не в курсе вот этого всего, да. Вот. Сделаю, кстати, рекламную паузу. У нас тут еще пачечка осталась, кстати. Я хочу представиться, кто впервые меня видит. Если вы не читали шапку моего канала, не читали описание, оно там такое довольно нудное, я никак не знаю, как бы его там красиво написать. С GPT-чатами до сих пор не дружу, как-то у нас нет отношений, знаете, как я не состою в отношениях с GPT-чатом. Вот. Я Лизавета Царькова-Голофаст. Я тренер по гимнастике для лица, и по средам периодически здесь выходят выпуски на тему красоты и здоровья, техники естественного омоложения. Я принимаю девочек индивидуально на занятия по фейсбилдингу. Да? Фейсбилдинг – это комплекс силовых упражнений, направленных на усиление лицевого каркаса, да, чтобы без инъекций, без уколов красоты, без ботокса выглядеть хорошо, свежо. Это, пожалуйста, ко мне. Записывайтесь как хотите. Проще всего это сделать в Инстаграме. Вот Инстаграм, Лиза Фейскот, меня там очень легко найти. Ссылка на Инстаграм тоже есть у меня в шапке профиля. Мне так девочки добавляются, прямо пишут, я из Ютуба, вот я из Ютуба, мне нужна такая-то, такая-то консультация. Пожалуйста, по поводу фейсбилдинга тоже есть целая куча роликов, там, где я в майке, это значит, что речь идет о гимнастике для лица. Далее, я практикующий физиогномист. Читаю лица и составляю психологические портреты личности. Я консультирую индивидуально, я консультирую пары, я консультирую детей по поводу родителей, женщин по поводу потенциальных мужей, да, там, кандидатов в кандидаты в женихи. Вот как-то так. Это все стоит денег, потому что это моя работа, достаточно кропотливый труд. Я составляю портрет, я делаю описание, я провожу с вами коуч-сессию, консультацию, по меньшей мере час, для того, чтобы, да, вы могли это все обговорить, обсудить. По поводу моей работы тоже есть видео, вот оно, все его, наверное, уже смотрели 100 раз или 200, я не знаю. Просто посмотрите, там все будет очень понятно. Вот, пожалуйста, также я периодически развлекаю вас. Первое, разбором лиц скандальных личностей мирового уровня. У меня вот или не скандальных, или просто очень известных. Например, это был Папа Римский. Папа Римский. Кто еще? Это Педро Санчес, президент испанского правительства. Ну, Испания королевство, у нас тут есть король, королева, а Педро Санчес, все говорят, красавчик. Ага, послушайте его разбор. У меня был там Трамп, Маккартни, Эпштейн, у меня там Шерлоки Холмсы у меня тоже были, вы можете полюбопытствовать, это очень интересный разбор. 4 актера основных я взяла, которые мне очень нравятся, и я считаю их, собственно, достаточно удачными, но если вы посмотрите этот разбор, вы сделаете выводы для себя свои. Вот, это первый вид развлечений для вас, бесплатных причем, и второй вид развлечений – это прогулки по Гранаде, разнообразные. Я показываю город, я живу в Гранаде, в Испании. Я показываю красивый город, утренний, ночной, дневной, какие-то достопримечательности, какие-то красивые монументы, вещи, какие-то памятные там деревья, сады, растения. Все это показываю, я очень люблю Гранаду. И так как меня периодически спрашивают, а покажите, окей, я вам ее показываю. Вот. Ну и третий вид, я бы не сказала, что это развлечение, это серьезный экспертный контент. Я провожу парные прямые эфиры со специалистами разных направлений, но там, где мы пересекаемся. Я как физиогномист, а не как психологи, как коучи, как лав-коучи, как люди, которые работают с АИ, то есть все предприниматели, продавцы и так далее, то есть где мы можем таким образом пересечься. Угу. Пожалуйста, это все есть записи в трансляциях, они без перевода на английский и испанский, не дошли у меня руки, не знаю я, как это все делать. В общем, посмотрите, а мы продолжаем. Так, сейчас я еще хлебну за ваше здоровье.
Не встречайтесь с мужчинами с длинной клиновидной челюстью с высокой. Они будут продавливать нахрен ваши границы, и они не чувствуют обратную связь. Не позволяйте им подходить близко, даже если они будут очень сильно настаивать. Не говорите, что я вас не предупреждала. Мужчины с вот такой танковой, тяжелой, большой челюстью. Точно так же. Они более маневренные, то есть они еще и хороводы вокруг вас будут водить, но они тоже будут давить, оказывать давление. Если у вас челюсть больше, вы можете попробовать с ними пободаться, но если нет, держитесь от таких подальше. Мужчина с задвинутой нижней челюстью, конкретно задвинутая, то есть вот эта точка находится более впереди, чем вот эта точка. Вот и вот. Вот эта точка, когда челюсть назад. Чем плохо? Это нерешительность и бесконечное выжидание. То есть тогда, когда вроде решение уже принято, он будет сидеть на месте, присматриваться, размышлять, 10 раз взвешивать, да или нет, сомневаться и ожидать нужного, лучшего момента. Вы уже состаритесь, сыграете в ящик, а он до сих пор решение не примет. Такие тоже есть. Я не говорю, что нижняя челюсть задвинутая всегда проявляется так, но в отношениях, при построении отношений такое может быть. Такое может быть, если вы готовы принять такое, да, и быть флагманом, окей. Ну, я, например, такое принять не могу, для меня это кошмар. В противоположность, выдвинутая нижняя челюсть, это проактивность, будет проламывать ваши границы, просто беспощадно. Потому что проактивность – это бесконечное действие, это бесконечный напор, это постоянное движение вперед. Если вы такая же, вам повезло, вы 2 сапога, кеды. Но если нет, вам будет больно и некомфортно. Это прекрасное личико вы уже видели тоже пару недель назад. Значит, здесь я хочу обратить внимание, кстати, тут у нас есть вариация, большие полуприкрытые глаза. Помимо всего остального, это мы уже обсуждали. Большие полуприкрытые глаза это иллюзии, фантазии, сверхожидания, а полуприкрытые – это субъективность, это неспособность быть объективным, неспособность видеть реальность. То есть у человека избирательный взгляд на вещи, и на вас в том числе. То есть большие глаза создают картинку, иллюзию, он в это верит, и он еще и видит, воспринимает избирательно, а не так, как оно есть на самом деле. Все это множится друг на друга, особенно если там еще высокий лоб и проблемы. В прошлом есть история обесценивания. Это будет кошмар кошмарный. Он придумывает себе непонятно что про вас, вы об этом знать не будете, но вы тоже будете обвинены во всех смертных грехах, что не просоответствовали его фантазии. Одна из разновидностей – это когда мы имеем вот эту вот бородку мудреца, да, мудреца, и тоже полуприкрытый взгляд избирательный, то есть человек выбирает видеть только то, что он хочет. Или то, что ему нравится. Или то, что он считает нужным. И это может очень сильно отличаться от того, что есть на самом деле. Внимательно к таким присмотритесь. Треугольные брови и очень развитые губы – это тонкий манипулятор. Поверьте, у меня в курсе «Опасные мужчины», который, возможно, вы уже кто-то приобрел, и он уже знает, можете дать обратную связь, кстати, очень тоже подробно описан конкретно этот случай. Большие губы, которые усиливают восприятие, они усугубляют способность к манипулятивным действиям, потому что вы становитесь жертвой манипулятора, а он очень тонко чувствует ваше состояние. Вы уверены, что вы хотите попасть в такое положение? Так, вроде я все сказала, что хотела. Собственно, да. Все, до новых встреч в прямом эфире. Надеюсь, тем, которые вечно недовольны, что я там слишком много воды, слишком много примеров привожу, слишком много говорю. В этот раз я говорила немного, согласны, нет? Надеюсь, что вы будете довольны, и вы наконец-то мне напишите прекрасные комментарии, что «О, да, это то, что я хотел». «О, да, наконец-то я слышу то, что мне нравится, мне подходит». Четко и по существу, и без воды, про мужчин, которые могут создать вам проблемы в жизни. Всех обнимаю, желаю прекрасной недели, подписывайтесь на мой канал, приглашайте своих друзей, давайте будем здесь вместе клубиться и обсуждать все вот эти вопросы. Увидимся, обнимаю.